Привет, я Мила. И сегодня я хочу поговорить на тему одиночества среди художников. Осознанно рисовать я начала примерно 6 лет назад, плюс-минус полгода, и тогда же я активно смотрела стримы с разными художниками. И как-то мне попался один такой стрим, на котором художник сказал, что рисование лично для него — это про одиночество. Когда он начал рисовать, то постепенно все его время начал съедать этот процесс. Он был геймером, но пришлось выбирать: качать скилл или играть с друзьями, качать скилл или пойти в бар, качать скилл или какая-то поездка на природу. И так с каждым разом он все чаще и чаще отказывался от разных ивентов в пользу прокачки рисования. И также постепенно его перестали куда-либо звать с собой, и к тому времени, когда у него брали интервью, он уже был одинок. Помню, я тогда подумала, что такого со мной точно не случится, потому что я всегда могу найти время на друзей, пока через несколько лет не заметила, что даже на сообщения стала отвечать спустя несколько дней, потому что либо не замечала, что мне пишут, либо думала, ну вот сейчас это дорисую и отвечу. Наступает поздняя ночь, и я думаю, уже поздно, завтра отвечу. Утром или днем забываю и вспоминаю, когда уже снова рисую, и начинается новый круг. Моя ли это вина, что некоторые люди перестали ощущать от меня заинтересованность? Да, моя, но, конечно, у меня были и такие знакомые, которые, пожалуй, стали ощущать именно тот интерес от меня, который давали и сами. Так что такие отношения закончились еще быстрее, потому что рисование легко расставило приоритеты. Мне даже делать ничего не пришлось, люди сами исчезли. Я не особенно хочу ныть, что я вся такая непонятая обществом творческая личность, которая обречена на одиночество, потому что очень старается стать хорошим художником, но одиночество — это не абстракция, это то, с чем мы сталкиваемся буквально каждый день. Иногда оно помогает, иногда ранит, и разобраться в этих ощущениях, назвать вещи своими именами — это первый шаг к тому, чтобы научиться с этим жить. Так что я хочу поговорить об этом не поверхностно. Почему же художников считают одинокими? Во-первых, потому что визуальная работа по своей сути изолированная. Это не съемки фильма, не репетиции спектакля, не мозговой штурм в офисе. Ты один перед холстом. Все, что происходит в этот момент, это диалог с самим собой. Даже если ты ведешь дневник, снимаешь процесс или делишься результатом в соцсетях, момент создания картины абсолютно одинокий. Это звучит как свобода, и отчасти так и есть, но на практике оказывается, что человек, привыкший к социальным взаимодействиям, может начать терять ощущение включенности в общество. Даже если у тебя есть семья или друзья, будни проходят в тишине, и с этим трудно не столкнуться, особенно в периоды, когда ты много работаешь. Где-то полгода назад в разговоре с одним человеком я сказала ему, что у меня на короткий срок возникла мысль скачать приложение для поиска друзей. Ну, знаете, не просто знакомств или чего-то в таком роде, а именно друзей. Но я сразу отбросила ее, даже не гуглив название этих приложений, потому что мне пришло осознание, что мне действительно придется поддерживать долгую связь, если я хочу найти не просто разовое обсуждение сериала. Человека нужно будет поддерживать, интересоваться его днем, проблемами, радоваться успехам и все в таком роде. Первой моей мыслью было: хочу кому-то приседать на уши и рассказывать про тонну своих идей для артов, для комикса и так далее. А потом я поняла, что самой мне тоже нужно будет выслушивать тонну чужих идей и обсуждать их. Если я планирую стать хорошим другом, а не эгоистом, использующим человека в качестве личного психолога без оплаты. Собственно, это и было той причиной, по которой с некоторыми своими знакомыми, которых я называла друзьями, я перестала общаться. В какой-то момент мне надоело поддерживать диалог, когда человек зациклен только на себе. Если ты сам не расскажешь что-то про себя, то человеку все равно будет казаться, что вы отлично поговорили. И, на мой взгляд, это показатель ужасной дружбы. Так что вот тогда я подумала, что желание у меня довольно эгоистичное, так что я отбросила это до момента, пока у меня не появится достаточно свободного времени, если появится. Либо, вмешается случай, и все произойдет естественным путем. Возможно, даже YouTube в этом поможет, кто знает. К тому же в культуре до сих пор живет идея, что художник обязан быть одинок, что это как будто придает глубину, что если ты слишком социален, значит ты не совсем настоящий. Я сталкивалась с этим мнением и была немного даже удивлена такому странному мифу из разряда «художник должен голодать», словно страдание – знак подлинности.
Но это не так. Если вам нравится находиться в кругу людей или кушать, а может кушать в кругу людей, то вы не становитесь от этого менее компетентным художником, и картины ваши тоже не становятся хуже. Я заметила, что грань между сосредоточенностью и изоляцией очень тонкая, особенно когда ты увлечен процессом. Можно неделями жить в режиме «рисую, сплю, рисую» и только позже понять, что ты оторвался от реальности, что перестал замечать время, что не знаешь, какой сегодня день, что не разговаривал ни с кем уже неделю или больше. Это то одиночество, из-за которого художники забывают, что существует внешний мир. Или когда цель, которую хочется добиться в рисовании, затмевает все. Я фанатичный художник, так что я в эту ловушку не просто попала, а с размаху запрыгнула. Но про фанатизм я, возможно, запишу другой ролик. В основе нашей профессии лежит глубокая концентрация. Например, рисуя очень сложно одновременно болтать. Я пробовала, у меня были долгие 5-часовые созвоны с подругой, которые превращались из диалога сначала в ее монолог, а потом мы занимались своими делами, оставляя аудиосвязь. Это тоже неплохой выход из замкнутого круга, но сосредоточиться на работе так же хорошо, как наедине с собой, не выходит. Даже музыка или разговорные видео на YouTube иногда будто исчезают, заглушенные собственными мыслями. Когда я работаю над сложной сценой, все остальное будто уходит на второй план. Не хочу показаться крысой, что я обесцениваю традиционных художников с их проблемами, но мне кажется, что у некоторых из них все же бывают моменты выхода в мастерские и на пленэры, где они взаимодействуют с людьми. У диджитал-художников, особенно если мы фрилансеры, вся работа сосредоточена на экране. Мы в большинстве своем, если не преисполняемся желанием попробовать что-то новое снаружи, не выходим из дома и не меняем обстановку. Иногда дни становятся похожи друг на друга. В этом смысле цифровое рисование – это идеальная среда для изоляции, особенно на старте. Пока ты не наработаешь свое имя и не выйдешь в круг общения, ты часто просто существуешь в своем пузыре. Я как-то не слишком задумывалась до начала создания этого ролика, к какому типу я принадлежу. Думала, что я не слишком хочу разговаривать с позиции не такого, как все, одинокого художника, потому что мне попадались ролики, где боролись с этим злом и давали советы, как это делать другим. И мне каждый раз казалось, будто я выбиваюсь из этой тусовки, потому что даже не стараюсь приложить никаких усилий. К чему это я? Сейчас же, копнув глубже в художественную культуру, я поняла, что это они не такуси, а не я. Я же, наоборот, самый стереотипный художник из всех стереотипных художников. Ношу берет и сплю на чердаке. Нет, не это шутка, разумеется. Я просто исправно забываю, какой день, забываю поесть, забываю, который час, и путаю ночь со днем из-за погружения в работу. В этом уравнении должна быть еще недопонятость обществом гениальных идей, но с этим проблемы. Возможно, идеи просто скучные, а общество ни при чем. Так что руки я не заламываю с восклицаниями, а почему меня не понимают. Просто тихо скулю и хожу с клокоченной головой в дырявом вязаном свитере с пятном от краски. Ладно, все. А то я сейчас превращу все в комедию абсурда. Думаю, в яму одиночества можно угодить еще до рисования, а рисование просто облегчит ее размеры. Даже не знаю, как сказать следующее, потому что иногда это звучит как лицемерие для тех людей, которые не могут почувствовать это в силу своего характера или темперамента. Одиночество в толпе. Мне кажется, я ощущала его перманентно с детства, когда вокруг есть приятели, знакомые, друзья, лучшие друзья, но это чувство не пропадает. Говорят, что это должно ощущаться, когда ты не можешь построить близкие связи с кем-то. Но вот у меня были такие связи, а это чувство просто висело где-то фоном. Не знаю, возможно, я просто всегда была такая драматичная личность, которая хотела с лет 10 иметь свое кресло-качалку, очки, кульку на голове и разговоры о крахе мира. Но в детстве я бежала от этого ощущения, пытаясь как можно больше времени проводить со своей подругой, чуть ли не срастаясь с ней. Мы либо сидели у меня до ночи, либо на телефоне с друг другом, потому что без нее я просто брала какую-то книгу и меня буквально выключала из мира. Но со временем мне стало, не знаю, нравится это ощущение, что ли.
Не то чтобы я испытывала мазохистское удовольствие, просто поняла в какой-то момент, что это чувство толкает на мрачные мысли, а мрачные мысли рождают истории. Итак, в 8 классе я впервые поняла, что хочу написать какую-то драматичную историю с трагическим финалом. И вот то чувство, которое постоянно душило меня, я передала главному герою, но испытывал он его по другим причинам, чтобы в этом не было моего личного откровения. По правде говоря, я вообще не слишком откровенный человек, если дело касается чего-то подобного. Ни в одной моей истории не существует персонажа, который был бы отражением меня. Хотя однажды я думала ввести какого-нибудь смешного деда, который бы высказывал мои мысли, делая какие-то неожиданные вбросы. Но я не знала, куда его всунуть, так что деда нет и вряд ли появится. Я, кстати, хотела подготовить к этому ролику не только свой опыт, связанный с одиночеством, а также поговорить про одиночество в среде классиков. Но весь материал, который я нашла, как-то слишком сложно откликался во мне. Хоть один пункт, но выпадал в каждом тезисе. Например, говорят, что они упивались одиночеством и благодаря этому писали шедевры. И вот вторая часть мне понятна, потому что надрыв, который ты ощущаешь внутри себя, может заставить создать нечто уникальное, но упивались? Что это вообще значит? Типа они радовались одиночеству? Как это вообще возможно? Тот слом внутри и радость как бы взаимоисключающие друг друга понятия. И головой я как бы понимаю, что, скорее всего, сами эти художники-классики вряд ли бы определили свою картину как «ну, я вот упивался одиночеством, а потом вышло вот так, что скажешь?» Видна раненая душа артиста? И много из статей мне показалось в подобном роде. Вот я строчку читаю, а с другой уже ругаюсь. Мне кажется, что у некоторых из классиков одиночество перестало быть уединением, оно стало изоляцией. Разница в ощущениях. В уединении ты выбираешь быть наедине, в изоляции как будто тебя забыли. Это случается незаметно. Например, ты ушел с головой в работу, перестал отвечать друзьям, отложил все встречи, день, 2, неделя, и вдруг ты понимаешь, что тебе нечего сказать. А еще страшнее, что ты не уверен, а услышит ли тебя кто-то, если ты все же заговоришь. И даже не хочется просить поддержки, потому что в голове мысль: зачем с кем-то связываться, если все равно все заняты. В такие моменты одиночество перестает быть выбором, оно становится тенью, которая следует за вами. И вряд ли этим ощущением можно упиваться, чтобы создавать шедевр. Так что, мне кажется, гений вы или нет, нужно спрашивать себя хотя бы иногда: я сейчас в уединении или в изоляции? И не отвечать сразу, просто прислушаться. Потому что иногда ответ появляется не в мыслях, а в ощущениях тела, тяжести на груди, медленной реакции, нежелании делиться и так далее. Поехали дальше. Второй раз я отчетливо ощутила одиночество в толпе, когда уже училась на театральном отделении. Хотя там всегда были такие вайбы, где каждый из вас немного с приветом. И если кто-то во время какой-то бурной вечеринки отсаживался куда-то в сторону или уходил прогуляться, то это считалось нормальным. Спустя какое-то время к тебе может подсесть такой же отбившийся от стада и просто молчать. Но с каждым курсом вечеринок становилось меньше, а желание тусить в одиночестве наедине с мыслями больше. Кажется, будто студенческие годы должны быть самыми яркими и насыщенными тусовками, но у меня это желание пропало уже к концу 2 курса. Я начала их менять на прогулки по огромному книжному в Гипере. Иногда я что-то покупала, но чаще всего я там просто часами ходила без цели между стеллажами, разглядывая обложки, а порой читая аннотации. Кстати, я никогда не замечала на себе враждебных взглядов консультантов или того, что они меня преследуют, хотя слышала от знакомых, что им в этом книжном консультанты покоя не дают. Может, я была не похожа по их меркам на потенциального воришку, либо я настолько была внутри себя, что в упор не видела их рядом с собой. Также в то время я поняла, что мне нравится, когда пары заканчивались до сумерек, потому что я могла посидеть на подоконнике в комнате и почитать книгу, глядя, как заходит солнце и улица окрашивается в яркие такие оранжевые оттенки. У нас в комнатах были огромные подоконники, на которых можно было свободно развалиться с кем-то вдвоем, и даже место оставалось. А если задернуть штору, то будто оказываешься в небольшом чулане с окном на улицу. Так что я там часто сидела с книгой и кружкой кофе или чая.
А в какой-то момент, когда роли на актерском стали становиться серьезнее, меня это как-то окончательно размазало. Вообще, я училась на режиссера, но актерское мастерство являлось, конечно же, основным предметом. Так что каждому из нас удалось примерить на себя еще и актерскую роль. И вот для этого, мне кажется, я вообще создана не была. А вам говорят, что нужно проживать какую-то ситуацию внутри, чтобы сыграть ее. И ты буквально срастаешься с ней, чувствуешь все это, а тебе преподаватель: «О, ну хватит у себя внутри кашу варить, покажи мне что-то». А тебе кажется, что ты уже показывал, ну, боль там персонажа, все дела. А потом такой играешь в какой-то фигне, где вообще не проживаешь ничего, просто кривляешься по большой части, а тебе говорят: вот это было идеально, сегодня вы должны взять с нее пример. И ты такой сидишь и ни хрена не понимаешь, а что за схема-то игры тогда? Мне нужно просто внешне показывать что-то или проживать? И вот для меня была такая проблема, что мои эмоции будто были чересчур ощутимы внутри, но выражались внешне не так ярко, как нужно было преподавателю. Я до сих пор помню, как хотела получить главную роль в одном спектакле, что буквально из кожи выпрыгивала совмещать и то, и другое, чтобы мне ее дали. Не потому, что хотела быть типа на первом месте, так как это главная роль, а потому, что это был единственный персонаж, с которым я чувствовала связь. Я получила эту роль, но, возможно, это было ошибкой для меня. Потому что из-за этой роли, очень мрачной, надо признать, я немного заблудилась в персонаже. Разумеется, я тогда не отдавала себе в этом отчет. Осознание пришло спустя время, когда я поняла, что именно сцена очень херово на мне сказывается. Но в то время к моим посиделкам на подоконнике просто добавилось еще одно. Я сваливала в какой-то двор, который находился не слишком далеко, покупала бутылку колы, доставала книгу из рюкзака и сидела там на качелях до поздней ночи, читая ее. И наверняка все эти качели, подоконники выглядят очень грустно в рассказе, будто бедная несчастная девушка не знала, куда себя деть. Но штука в том, что именно в эти моменты я ощущала себя счастливой. Я даже не знаю, как это описать. Словно когда вокруг нет большого количества знакомых людей, тебе больше не нужно изображать, что ты чувствуешь себя комфортно рядом с ними. Мне всегда удавалось быть близкой с одним-двумя людьми, но если в окружении становилось много народу, то меня сразу накрывало. Вот я экстраверт, который поддерживает кучу бесед и вообще клоун в компании, а вот будто что-то щелкает, и я уже просто манекен в витрине. И где-то глубоко внутри себя слушаю собственные мысли и не понимаю, сколько мне нужно еще сидеть со всеми, чтобы мой уход не показался грубостью. Обычно я дожидалась момента, когда компания была уже под легким опьянением и сваливала куда-то в уединенное место. Так что мой приход к уединенному рисованию был просто вопросом времени. Вообще, как и многие художники, я рисовала с детства, бла-бла-бла. Но эти периоды я опускаю, так как для меня это не было чем-то серьезным. Но я до сих пор помню тот день, когда я решила учиться рисовать. Я взяла планшет у своего парня и попробовала нацарапать просто персонажей из аниме. И вот эти линии на экране, когда ты шуршишь пером по планшету, будто наконец-то дали мне почувствовать себя дома. Тот восторг внутри я, пожалуй, никогда не забуду. И к сегодняшнему дню я не представляю себе жизни без картинок. Где-то месяца 2 назад или 3 у меня внезапно заболела рука. Было похоже на туннельный синдром, так что я недели 3 или больше рисовала с эластичным бинтом, потому что без него боль была, очень сильная. И тогда я подумала, если вдруг бы я осталась без правой руки, то начала рисовать бы левой. А если бы у меня не было рук, то я бы училась держать перо ногами или ртом. Рисование для меня стало воздухом. А что до туннельного синдрома, возможно, это было его начало, но, кажется, я определила основную причину. Я держала локоть постоянно на столе, и, вероятно, угол стола пережимал мне нерв на постоянной основе. Так как, когда я перестала это делать, то у меня со временем все прошло и пока не возвращалось. Хотя, может, в будущем куплю бандаж для руки от туннельного синдрома. Так вот, что там у нас по одиночеству? Все ли художники одиночки? Каждый ли просто варится в своем стиле, подходе и графике? Думаю, отчасти это правда, но существует и другой вариант. Порой даже самые замкнутые из нас ищут тех, кто похож на них, кто тоже живет в их ритме рисования, мышления, поисков.
Мы все разные, но иногда думаем схоже, иногда беспокоимся о тех же вещах, иногда сталкиваемся с одними и теми же страхами. Достаточно ли навыков для идеи, плоха ли зависть, как вернуться, если выгорел, как побороть страх перед пустым холстом. Понимание этого порой приходит через случайное общение, комментарии под чужой работой или когда ты решаешься сам, например, написать что-то. И в ответ получаешь не сухое спасибо, а настоящий отклик. Или в каком-то паблике кто-то пишет: «У меня ощущение, что я делаю все зря». И благодаря этому приходит осознание, что ты не одна или не один. А возможно, мы с вами как раз из тех художников, про которых говорят, они упивались одиночеством. А может, нам всем вместе просто стоит сходить к психотерапевту. Подводя итог, я хочу сказать, что решила рассказать об этой теме немного более депрессивно, чем принято, или немного более депрессивно, чем мне попадалось в англоговорящем Ютубе. Я обычно там обитаю, если это касается художественной сферы, потому что я не натыкалась на ролики, где художники бы не боролись с этой проблемой. Я часто слышала советы: напишите старым знакомым, возобновите общение, начните работать в студии с другими художниками, посетите разные ивенты, иконы, чтобы завязать новые знакомства, потому что все мы одиноки, и все мы всегда ждем, что кто-то с нами заговорит, даже когда мы выглядим недружелюбно и мрачно. И я такая на этих моментах: а почему я, а не они? Есть какой-то вариант найти друзей среди художников без всего вот этого стресса, подойти первой, где бы этот другохудожник такой хоп и появился сам собой? Или мне может прийти и стоять в углу с мрачным видом, дожидаясь, что кто-то воспользуется советами и сам подойдет? Нет, таких вариантов эти советы не предусматривают. Хотя если они мотивируют хотя бы одного человека, то это уже сказано не зря, но я, к сожалению, не в их числе. Так что, если вы из той же драматичной вселенной, что и я, то я вам сочувствую. Советов нет, потому что я пока сама не знаю, чего хочу от социальной жизни, друзей, единомышленников, просто большой компании, связанной общим делом и одержимостями. Не знаю, возможно ли стать художником и не сталкиваться с этим странным чувством внутренней отдаленности. Наверное, можно. Если вы такой, то расскажите об этом. Если не такой, то тоже рассказывайте. Одиночество, как мне кажется, неотделимо от того, чем мы занимаемся. Потому что искусство — это всегда разговор с самим собой. Даже если ты рисуешь для аудитории, все равно в какой-то момент остаешься наедине с пустым холстом, экраном, со своими сомнениями. Я не считаю это чем-то трагичным, скорее частью художественной вселенной. Да, иногда одиночество давит, изматывает, делает тебя уязвимее, но в то же время одиночество может и давать. В нем можно найти идеи или просто начать слышать себя. Это не значит, что я романтизирую одиночество. Я понимаю, что для одних людей оно может казаться гораздо более тяжелым, чем для других. Но если учиться смотреть на него не как на врага, а как на спутника, оно перестанет разрушать. Его не нужно ни героизировать, ни бояться. Его нужно научиться видеть и принимать. Также важно понимать себя, потому что одиночество не всегда про отсутствие людей. Иногда ты окружен вниманием, лайками, учениками, подписчиками, и все равно чувствуешь себя одиноко. А иногда, наоборот, сидишь в тишине, без сообщений, без звонков, и вдруг ощущаешь покой. Возможно, дело не в людях, а в связи с собой. Так что художник может быть один и при этом не быть одиноким, а может быть в толпе и чувствовать себя потерянным. Мне кажется, не нужно всегда стремиться к идеалу, который везде успевает, все совмещает, одновременно душа компании, сказочный приниматель гостей и так далее. Пожалуй, на этом все. Хочу сказать большое спасибо всем, кто подписался или подписывается. Меня очень радует, что появляются на канале новые люди, которые готовы меня слушать. Это невероятно приятно. Так что, если вы первый раз или не первый попали на ролик, и он вам понравился, то обязательно подписывайтесь. Я буду очень рада, если вы присоединитесь ко мне. Вместе переживать одиночество будет не так грустно. Также ставьте лайки и, конечно же, не забывайте отдыхать, хорошо кушать, и пусть вдохновение всегда будет на вашей стороне. Па-па!